Эта серия видеороликов посвящена всем, кто мечтает построить дом своими руками. И в этой части подробно об изготовлении простой доступной канализации. Для всех, кто видит нас впервые, мы с женой помогаем строить небольшой дом для моих родителей. Стройку ведем простыми методами с минимально возможным бюджетом. А все этапы этого строительства подробно описываем в наших роликах. Даже если у тебя нет строительного опыта, но ты желаешь построить дом своими руками, наши видео будут для тебя полезны. Подпишись на наш канал. В прошлой части мы закончили на изготовлении отмостки и каркаса для перегородок. Ну а теперь мы с супругой приступили к монтажу инженерных систем. И начали мы из прокладки труб для канализации, организации водопровода, пайки отопления, а закончим инженерные системы монтажом электрики. Как и к всему строительству дома, к инженерным системам мы также используем бюджетный подход. Минимум бессмысленных наворотов при приемлемом качестве комплектующих. Естественно, смета по каждому этапу инженерных систем будет озвучена в конце этих видео. Изготовление системы канализации началось еще до возведения дома. Скобки и обустройство сливной ямы. Отец разметил размещение сливной ямы по переднему краю участка. Там она всегда будет в доступности ассанизаторской машины. Яму выкопали наемные рабочие, и для ее обустройства мы заказали 3 бетонные кольца с диаметром в 1,5 метра, плюс бетонную крышку и пластиковый люк. Бетонные кольца опустила в яму машина с манипулятором, которая их и доставила. Пластиковый люк я временно смонтировал с помощью монтажной клей-пены, а потом отец усилил это соединение с помощью раствора. Подобная выгребная яма с открытым дном достаточно распространенное решение, которое, кстати, разрешено нормативно при поступлении сточных вод в объеме не более 1 кубометра в сутки. При большем объеме сточных вод уже понадобится септик. Стоимость этой сливной ямы я уже озвучивал в более ранних видео, и она обошлась отцу в $270. Но при наличии свободного времени и желания ее можно сделать дешевле, как сделал и я при изготовлении канализации для своего дома. Для начала я выкопал яму неправильной конусовидной формы, расширяющейся к низу, что позволило максимально увеличить площадь для впитывания сточных вод на открытом дне и в целом существенно повысить ее эффективность. А потом к стенкам ямы я закрепил металлическую сетку-рябицу и оштукатурил стенки с помощью цементно-песчаного раствора толщиной примерно в 5 см. В итоге чаша сливной ямы получилась из монолитного армоцемента. Кто сомневается в прочности этой конструкции, посмотрите в сторону армоцементных яхт, которые эксплуатируются в более жестких условиях. Построены они подобным способом, и по сути от них я и черпнул это вдохновение. И да, эту армоцементную бюджетную конструкцию я уже успел проверить для изготовления сливной ямы для старого дома отца, которая исправно служит там уже более 10 лет. Такая конструкция получается в разы дешевле по материалам, занимает минимальный полезный объем и позволяет копать яму любой неправильной формы с любым объемом. Для фильтрации сточных вод на дно ямы нужно высыпать щебень средней фракции слоем примерно в 10 см. По сути, сам щебень не фильтрует стоки, он лишь создает благоприятную среду для размножения бактерий, которые в свою очередь и обеззараживают воду и помогают ей впитываться в грунт. Подвод канализации к дому отец выполнил с помощью оранжевой канализационной трубы с диаметром 110 мм. Оранжевая канализационная труба классифицируется для наружного применения и встречается более толстостенной, но при той же толщине стенки других конструктивных отличий, кроме цвета, я в ней не заметил. Наружная прокладка труб для канализации мало подвержена заморозке. Сток горячей воды из дома, а также постоянный прогрев воздуха в канализации процессами брожения прогревают грунт вокруг трубы настолько, что он не подпускает мороз в зимние месяцы. Поэтому нет смысла закапывать канализационную трубу слишком глубоко. Чем выше она будет находиться к поверхности, тем больше полезного объема сливной ямы будет использовано. Уклон трубы отец закладывал примерно в 10 мм на метр погонный. Такой уклон позволял максимально высоко сделать ввод трубы в яму, что и повышало ее полезный рабочий объем. В дом канализационную трубу завели через втулку, которую изготовили из куска трубы чуть большего диаметра и заклали ее в опалубку для фундамента еще до заливки бетона.
Раскладку канализационных труб по первому этажу отец также изготовил сам. Экономия труб для инженерных систем была заложена еще на стадии проектирования дома, когда два основных инженерных помещения, как кухня и санузел, были размещены в одном углу дома, друг над другом. Уклон трубы для внутренней раскладки также составил 10 мм на метр погонный. Это позволяет воде оптимально нести по трубе твердые отходы. При большем угле вода слишком быстро сбегает, не успевая уносить все остатки. Внутри использовали уже серую канализационную трубу для внутренних работ, хотя опять же замечу, отличий в ней от оранжевой трубы я не увидел. Сначала произвели первичную разметочную раскладку. А позже трубу подрезали в размер. Трубу отрезали с помощью болгарки с отрезным кругом по металлу. Трубу также удобно резать с помощью обычной ручной ножовки по металлу, но в современности найти под рукой проще как раз болгарку. Тем более, что ей удобно затачивать кромку трубы под углом. Заточенная кромка необходима, чтобы при соединении не порвать резиновое уплотняющее кольцо. А чтобы облегчить соединение трубы, на ее край мы наносим силиконовый герметик. Этот прием особенно хорошо помогает при соединении труб и фитингов разных производителей. И даже если на краю трубы будут глубокие царапины, силикон заполнит их и предотвратит протечку. До точек с унитазами сделали выводы из трубы с диаметром в 110 мм, все остальные канализационные выводы сделали из трубы с диаметром в 50 мм. Обратную засыпку траншей чередовали с помощью послойной трамбовки земли вокруг трубы ногами. Перед заливкой теплого пола выводы канализационных труб обмотали с помощью вспененного полиэтилена. Так бетон их не прихватит и будет возможность выдернуть их и подогнать более плотно к поверхности пола. Заканчивали раскладку канализации на втором этаже уже мы с супругой. В месте выхода канализационного стояка на второй этаж также присутствует смесительный узел теплого пола и будет установлен электрокотел. Так что здесь я предусмотрел дополнительную точку канализационного подключения, к которой подключу как штатный, так и аварийный сброс воды из системы отопления. Само расположение стояка здесь мне не сильно понравилось, поэтому я сдвинул его к стене с помощью двух 30-градусных колен. В перекрытие второго этажа я добавил доску, на которой будет опираться пол в санузле. И так как канализация будет идти у нас в перекрытие, то к этой же доске мы ее и закрепим. Выводы канализации на втором этаже я временно закреплял с помощью куска кабеля. Отверстия в балках перекрытия под канализационные трубы лучше всего сверлить у краев балок возле стены, так они будут наименьшим образом ее ослаблять. Если шаг перекрытия балок составляет 600 мм, то нормально установить туда получится только отрезки трубы с длиной в 1 метр. При заказе труб это нужно учесть заранее. После проверки уклона трубы в отверстиях я начально фиксировал с помощью пенопластовых клиньев и завершал фиксацию с помощью монтажной клей-пены. Как вы уже заметили, в нашей канализации мы не сделали вентиляционного стояка, который бы, выходя из кровли, выводил бы воздух из канализации. Эксплуатируя такую же канализацию в своем доме, в вентиляционном стояке я не увидел никакого смысла. А даже напротив, увидел возможный минус. Повышенная вентиляция в канализационной трубе, созданная вентиляционным стояком, сможет высушивать остатки твердых отходов, подвергая канализационную трубу возможному засорению. На этом канализационные работы в доме закончены. В будущем отец планирует апгрейдить систему канализации с помощью переточной впитывающей трубы, которую я, кстати, уже успел реализовать в своем доме и даже испытать.
В 12-метровую траншею глубиной 60 см я насыпал слой крупного щебня толщиной в 20 см. На этот щебень я уложил 12 метров 110 канализационной трубы, нижнюю часть которой на всю длину изрешетил 10-миллиметровыми отверстиями. Сверху накрыл слоем пленки и засыпал грунтом. Труба в траншее идет под уклоном, и в ее начало я вставил трубу 32-миллиметрового диаметра, выход которой вывел возле канализационного люка. В будущем, когда сливная яма перестанет справляться с поступающими стоками, с помощью канализационного насоса я смогу выкачивать в эту трубу прослойку серой воды, которая занимает почти весь объем сливной ямы, экономя значительные средства на заказе ассанизаторской машины. Испытывая эту систему, в эту трубу в течение 3 дней я выкачивал воду из колодца, а это примерно 3 кубометра воды в день, и она без проблем поглощала и впитывала эту воду. На изготовление канализации было затрачено примерно $100. В эту сумму я не включал стоимость сливной ямы с бетонными кольцами, так как эти затраты я внес в смету ранее во второй части, а общие затраты на дом на данный момент составили $9159. На раскладку труб канализации ушло примерно 6 человека-дней, и общие трудозатраты на данный момент на дом составили 85 человека-дней. В следующих частях будет организация систем водопровода, отопления и электрики. В этих видео мы подробно и доступно покажем изготовление этих систем, и чтобы их не пропустить, подпишись на наш канал. А также я прошу тебя оценить это видео вот здесь по 5-бальной системе и обязательно оставь свое мнение в комментариях. С вами был Гена, канал My Galaxy. Жизнь своими руками. Увидимся в следующих видео.